Всем привет, с вами Ксюша. Сегодня я покажу, как сделать из обычной шпаклевки вот такой вариант скальолы. Узнав секреты этой техники создания мрамора, вы поймете, что получить такую мелкую детализацию камня проще, чем кажется. Для начала смешиваем клей ПВА с водой 1 к 1. Я использую ПВА-пластификатор, который можно добавлять в сухие смеси. Хорошо перемешала, теперь в чистую емкость пересыпаю гипсовую шпаклевку. Так как большинство тех, кто участвовал в голосовании, отдали свой голос за скальолу в светло-серых оттенках, 63%, то делаю 3 разных замеса в серых тонах. И только в первый из них я добавляю сухой черный пигмент. Теперь потихоньку заливаем в сухую смесь клей с водой, не переставая ее мешать. Обычно я говорю, что нужно делать наоборот. Сухую шпаклевку или штукатурку мы засыпаем в воду, чтобы она хорошо размешалась в ней и не было комочков. Но тут неправильный способ замеса я использую специально. Это главный секрет скальолы, которую мы сегодня делаем. Получили полную тарелку комков, теперь добавляем туда черный универсальный колер и хорошо все перемешиваем, пока комочки не станут серыми. Этот способ гораздо проще, чем в прошлом видео про скальолу, где я делала кухонный фартук. Но все равно советую его посмотреть, там есть полезная информация по подготовке стен. Ссылка на него будет в описании. Сделали первый замес самым темным цветом и теперь пересыпаем его в пакет. Так наши заготовки не будут слишком быстро высыхать. Закрываем его и пока откладываем в сторонку. Теперь сделаем замес немного по-другому. Пересыпала гипсовую шпаклевку, полимерная для такой техники не подойдет. И понемногу добавляю ПВА с водой. Главное тут заливать жидкость небольшими порциями и все время перемешивать шпаклевку. Комочки сразу начинают появляться. Старайтесь на каждый замес использовать одинаковое количество материалов, чтобы комочки получались плюс-минус одной консистенции. И тщательно поднимайте сухую шпаклевку с дна тарелки, чтобы она обволакивала крупные комки. Это у нас будет средний цвет скальолы, и я добавляю в него только черный колорант. Обратите внимание, что сухой пигмент в этом замесе я не использую. Перед работой обязательно запаситесь маленькими пакетиками. С ними очень удобно работать в такой технике. Сделали цвет, пересыпали в него комочки и убираем в сторонку. Так материал дольше не высыхает и не обветривается. Теперь делаем третий цвет, самый светлый. Колеровку я вам покажу всего один раз. И в дальнейшем буду делать ее за кадром. Тут ничего сложного нет. Сделала комочки и добавляю черный колер, раза в 2 меньше, чем средний цвет. Этот замес будет содержать в себе несколько оттенков. Таким образом, декор получится более интересным. Сперва добавляем немного чистого черного колера, а после смешиваем белый колорант с черным, примерно 1 к 1. Хорошенько перемешиваем оба колоранта и добавляем этот цвет в шпаклевку. Главный принцип колеровки заключается в том, что жидкий колер окрашивает комочки снаружи и делает мелкий узор мрамора, а сухой пигмент задает цвет самого камня. Перед работой на объеме обязательно сделайте несколько образцов, чтобы подобрать правильные пропорции красителей и найти хорошее сочетание цветов. Так сюрпризов в работе на стенах будет гораздо меньше. Я знаю, что многие из вас уже почти воплотили свою мечту о доме в жизнь. И вы смотрите мои видео не только ради идеи финишной отделки стен, но и чтобы избежать ошибок, с которыми уже привыкли сталкиваться на разных этапах строительства. А у тех, кто, как и я, только мечтает о собственном доме, впереди еще долгий путь. Придется найти ответы на массу вопросов от выбора участка и создания проекта до финишной отделки и установки мебели. Нам понадобится множество полезных знаний, и я знаю, где их найти. Канал «Малоэтажная страна» – отличный помощник во всем, что касается загородного строительства и жизни. Замечательные ведущие показывают на реальных примерах обзоры домов с разными планировочными решениями. Лично мне очень интересно смотреть эти обзоры. Каждый раз открываю для себя необычные дизайнерские решения и получаю полезные отзывы от реальных владельцев домов. Кроме того, на канале есть много интересных интервью с экспертами. Они рассказывают о проверенных технологиях строительства, а также объясняют все плюсы и минусы новейших решений, разбирают разные ошибки и дают советы по их исправлению.
А если хотите узнать еще больше и увидеть все своими глазами, приезжайте на одноименные круглогодичные выставки домов «Малоэтажная страна», «Белая дача» и «Алтуфьево». Ссылку на канал «Малоэтажная страна» я оставлю в описании. Подписывайтесь и смотрите полезные видео, которые помогут не только построить дом мечты, но и сэкономить время и деньги. Материал подготовили, и можно переходить к следующему этапу. Для него нам потребуется узкая и широкая пленка. Широкую я купила в цветочном магазине, а узкая – это рукав для запекания. Также нам потребуются две скалки, короткая и длинная, на концах которых необходимо намотать скотч либо изоленту, для того, чтобы постоянно раскатывать скальолу одной толщины. Далее материал из пакетов выкладываю на пленку. На этом этапе мы формируем будущий рисунок скальолы. Я покажу этот процесс один раз, так как эти фрагменты делаются по одному принципу. Сперва высыпаем из пакета на пленку по трети материала каждого цвета. Начинать лучше с центра пленки. Пересыпали и распределяем комочки по плоскости, плюс немного перемешиваем цвета. Закрываю второй прозрачной пленкой и слегка придавливаю руками. Далее берем скалку, которая лучше подходит по размеру, и начинаем раскатывать этот участок. В прошлом видео я раскатывала материал при помощи кельмы и валика для прикатки обоев. Вариант со скалкой гораздо удобнее и быстрее. Давление здесь распределяется равномернее, и сама заготовка получается ровней. Раскатала первый участок, теперь по краям добавляю новый материал из пакетов. В этой технике можно сделать декор не только на стенах, но и на столешнице. Если эта тема вам интересна, то пишите в комментариях, что хотели бы увидеть такой ролик. Ну или, может быть, стоит сделать скальолу в других цветах. Делитесь своими идеями под этим видео. Добавила, теперь закрываю пленкой и раскатываю новые участки. Через пленку хорошо видно, как формируется узор, поэтому всегда можно приподнять пленку и добавить нужный оттенок. Например, вот в такие места, где остались пропуски. Просто поднимаем пленку и подкладываем маленькие комочки шпаклевки разных цветов. После закрываем и сразу раскатываем. Таким образом заполняем все пространство под пленкой. И только в самом конце, чтобы узор получился натуральней, поднимаю всю верхнюю пленку и раскидываю самые мелкие комочки разных цветов. За счет этого мы получим мелкие детали мрамора. Чуть пригладила и прикатываю. Раскатала первый участок, теперь обрезаю край, чтобы он был ровным. Работая на стене, делайте такую же подрезку в местах стыковки скальолы с потолком и где нужно получить прямой срез. Сперва намечаю место среза через пленку. Потом ее отгибаю и убираю лишнее. Как видите, ничего сложного тут нет. С подрезкой закончили. Теперь переворачиваем пленку и снимаю нижнюю. Аккуратно стягиваю ее за край, и как вы видите, пленка легко снимается практически без прилипшего материала, и можно ее использовать повторно. Перед приклейкой скальолы к стене слегка смачиваю ее водой. Беру за края и переношу на стену, на которой я предварительно нанесла кварц-грунт серого цвета, но можно использовать просто белый. Сначала стыкую угол, потом приглаживаю рукой всю поверхность скальолы. После прохожусь еще раз уже кельмой, тщательно придавливая шпаклевку к стене. Чтобы не растягивать видео, я за кадром раскатала второй блин. Теперь снимаю пленку с первого участка, чтобы она не мешалась, и приклеиваю второй. Его я раскатала также на широкой пленке, примерно той же ширины, что и первую. Наклеиваю новый фрагмент под небольшим углом с отступом от первого, чтобы образовалось диагональное направление. Хорошо пригладила рукой, теперь беру кельму и разглаживаю всю поверхность, тщательно прижимая материал. На этом этапе важно надежно закрепить скальолу на стене. Особое внимание при этом уделяем краям.
За счет того, что мы стыкуем фрагменты с небольшим расстоянием друг от друга, у нас получаются широкие прожилки. Пока материал не высох, можно добавить тонкие при помощи ножа. Много прожилок делать не нужно, достаточно только добавить их в нескольких местах. Можно прожилки сделать прямыми, так будет проще и они получаются естественней. Для работы я использую нож для масла из толстого металла и с заостренным концом. Им делать прожилки очень удобно. Здесь я просто продлеваю прожилку между двумя приклеенными фрагментами скальолы, так, чтобы прожилка получалась неравномерной по толщине, местами широкая, а где-то узкая. Также можно отделить небольшой островок, в финале он будет смотреться очень красиво. Если между фрагментами скальолы остались большие расстояния, можете раскатать маленький островок на пленке и приклеить его на свободное место. Этот фрагмент я раскатала на рукаве для запекания. На нем можно сделать не широкую, но достаточно длинную заготовку скальолы. После стыковки двух участков скальолы снимаю пленку и прорезаю прожилку. Затем слегка ее утолщаю, убирая лишнее с краев. Как видите, ничего сложного нету. Готово, и оставляем материал высыхать в течение суток. После этого можно приступить к его шлифовке. Делать я это буду сначала 80-м зерном, а после 180-м. Завершив шлифовку, обязательно убираем пыль пылесосом или сухой тряпочкой. Теперь нужно обвести края участков скальолы краской. Подойдет глубоко матовая вододисперсионная краска для стен, а также колер краска. Она продается в маленьких объемах. У меня она черного цвета, но можно использовать и другие насыщенные оттенки, например, синий, терракотовый или золотой. Нанесли краску, пока она сохнет, подготовим гипсовую шпаклевку. Для начала заливаю воду, смешанную с ПВА, 1 к 1, а после добавляю туда сухую шпаклевку. При таком способе замеса комков в материале не образуется, а это то, что нам и нужно. Беру шпатель средней ширины, набираю немного материала и заполняю все черные углубления. Сперва наношу шпаклевку с небольшим избытком, а потом убираю излишки, двигая шпателем по ее направлению. Заполнила небольшой участок, и пока материал сырой, беру щетку и создаю ей фактуру внутри прожилок. Я использую простую щетку для обойного клея, но также подойдет щетка от швабры или веника. Главное, чтобы у нее был крупный жесткий ворс. Заполнили все прожилки и оставляем их до полного высыхания. Беру черную краску и окрашиваю только текстуру шубы. Одного слоя будет вполне достаточно. Если хотите, то можно вместо черной краски использовать бронзу, серебро или золото. Эти цвета тоже подойдут. Нанесли краску и после ее высыхания убираем острые вершины шпателем, чтобы они нам не мешали. На шпатель сильно давить не нужно. Острые выступающие вершины срезаются достаточно легко. Тут главное срезать их в одну высоту с плоскими участками. С этим закончили и приступаем к замешиванию серой гипсовой шпаклевки. Для этого в сухую шпаклевку добавляю немного черного пигмента. Мне нравится, как сухой краситель ведет себя в гипсе. Он создает неравномерный цвет и красивый переход оттенков, даже при использовании одного цвета. В емкость перелила клей ПВА, смешанный с водой, и высыпаю туда сухой материал. Если же вы используете жидкий колер, то добавляйте его в воду с клеем, а не в сухую смесь.
Перемешиваем до однородной консистенции и приступаем к нанесению. На шпатель набираю небольшое количество материала и заполняю углубления, которые остались от щетки. В процессе нанесения видно, что черный краситель местами проявляется. Ничего страшного тут нет. Финишный результат это не ухудшит, а наоборот, такие вкрапления сделают прожилки интереснее и добавят мелкие детали. Заполнили и оставляем шпаклевку до полного высыхания. Серая шпаклевка полностью высохла, и теперь шлифуем все заполненные места. Начинаю с 80-го зерна и заканчиваю 180-м. Чтобы мрамор получился гладким, без сколов и углублений, нужно заполнить всю поверхность наздир белой шпаклевкой. Особое внимание уделяем мелким рытвинкам и открывшимся после шлифовки пустотам. Если же вам нравятся эти мелкие сколы, которые выглядят достаточно натурально, то можете пропустить этот этап и сразу перейти к лаку. Нанесла шпаклевку на всю поверхность и оставляю ее высыхать в течение нескольких часов. После высыхания шлифуем всю поверхность 240-м абразивом. Далее наносим первый слой акрилового лака, разбавленного водой на 10%. Хорошо перемешиваю и переливаю его в ванночку. Наносить лак лучше всего велюровым валиком с коротким ворсом. Так он ляжет тонким слоем и будет меньше пузырить. Видите, как лак проявляет цвета и усиливает контраст? Это очень важно при подборе цвета, поэтому, когда делаете образцы скальолы, то обязательно наносите финишный слой лака, чтобы было наглядно видно, как он изменяет цвет. Я использую акриловый паркетный лак, но для лучшей защиты скальолы можно применить двухкомпонентный лак или оптически прозрачную эпоксидную смолу. Нанесли лак в 3-4 слоя и оставляем его до полного высыхания. Теперь приступаем к шлифовке и полировке лака. Номера используемых абразивов будут внизу экрана. Вот такая красота у нас получилась. Скальола смотрится нереально круто. Особенно мне нравится, как она выглядит вблизи. Эта мелкая детализация просто восхитительна. Вся поверхность покрыта паутиной мелких темных прожилок, которые образовались за счет уникального метода замеса и колеровки материала. В общей картине отражаются все оттенки, которые мы использовали, и при этом они гармонично сочетаются между собой, создавая единый монолитный рисунок мрамора. То же касается и работы с прожилками. Здесь мы видим и общий черный контур, и рисунок от щетки. Плюс за счет своей структуры они выделяются и задают легкое диагональное направление всему декору. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи, пока!